Здравствуйте, друзья! Сегодня очередной день очередного садоводческого приема, я бы так сказала. Все дело в том, что я до сих пор высаживаю ту рассаду, которую вырастила весной и которая должна была уже расти на клумбе, но, как говорят, нельзя объять необъятное, поэтому вот сегодня 4 июня, и все равно еще ролик о том, как высадить рассаду. На этот раз у меня рассада цветов. Я оставила несколько экземпляров для того, чтобы создать такие небольшие композиции, которые украсят и парапет у меня возле дома, и ступенечки на входе. Может быть, где-нибудь поставлю на клумбе. В общем, будем смотреть, где они лучше будут выглядеть. Для таких цветочных композиций я оставила алису. И вот посмотрите, такие маленькие колиусы. Они примерно вот в гамме, которая гармонирует, не контрастирует, а гармонирует. Я думаю, что как только они разрастутся, они будут выглядеть очень красиво. Это колиусы, выращенные из семян. Алисум тоже выращен из семян. Я сеяла их в конце февраля. И выращивала рассаду в доме. Это достаточно хлопотное занятие, скажу я вам. Но если вы любите цветы, для вас это ничего не стоит. Приступим. Почву я приготовила из двух видов. Здесь у меня торф. Торф не кислый, торф с кислотностью примерно 6. И добавила садовую землю. Для того, чтобы растения себя лучше чувствовали, я добавила еще комплексное удобрение, обычную нитроамофоску, и для удержания влаги добавила вермикулит. Горшки у меня пока 2-литровые. Как только растения разрастутся, я приготовлю более емкие горшки и пересажу уже с большим комом. Как только корни закрепятся здесь, вот в этом объеме земли, их потом будет просто перевалить в более большой объем, и растения дальше будут расти совершенно без стресса. А что хочу сказать. Алису корневую систему формирует достаточно долго. Посмотрите, вот какие слабенькие корешки. Это растение, которое любит более полутеневые места. То есть, если вы посадите его на солнце, как рекомендуют многие садоводы, то ему будет тяжело. Он страдает, он быстро высыхает. А если вы найдете полузатененное место, это будет великолепная клумбочка для алисума. У колиуса вообще корневая система совершенно поверхностная. То есть, если, не дай бог, вы там тронули корешки, сдвинули, то колиус сразу же может вытянуться вместе с корнем. То есть, с такой рассадой надо работать очень аккуратно, чтобы колиус не пострадал от того, что нарушается его корневая система. Ну вот, я их посадила. Теперь нужно будет немножко полить. Если хотите, чтобы растения лучше укоренялись, добавьте янтарную кислоту. Можете добавить эпин, можете добавить корневин. И они быстренько приживутся. Вот это будет первая моя композиция. Теперь вот еще есть у меня два таких красавчика. Этот побольше. Ну, цветовая гамма примерно такая же. Здесь первым высадим все-таки колиус, чтобы он чувствовал себя более комфортно. Большую часть колиусов я высадила на грядки, на клумбу. Посмотрите, какая у него корневая, такая очень рыхлая, я бы сказала. Здесь вот алисум. Алисум создаст такой красивый ком облачка вокруг колиуса. Колиус потянется вверх, я думаю. Ну, со временем я вам покажу, как это будет выглядеть. Скоро будем любоваться. Так, и еще у меня есть вот
такая композиция. Здесь посмотрите, здесь агератум. Это будет синий такой комочек. Белый алисум. И цинерария приморская. Очень красивое растение. Оно нравится садоводам не за цветы. Оно нравится из-за листьев. Листья такие узорчатые. Это теплолюбивое растение. Оно пришло к нам со Средиземного моря. Вот такие вот резные листики. Прекрасно выносит засуху. Не любит перелива. Страдает от переливов. Я думаю, втроем им здесь будет интересно. Приступим. Вот что у меня получилось. Теперь надо подождать, пока растения распределятся в горшке, пока каждый себе выберет местечко получше и покажет себя во всей красе. Надеюсь, видео было для вас познавательным. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего самого доброго. До свидания.